Приехали мы из Беларуси сюда, бизнес-харбор для IT-специалистов. Мы отсеяли этот вариант. Сидим, едим, не переживаем. Обманули бы. Да, сумма была приличная. Хотя бы выехать из Беларуси, уже спасибо за это. Всем привет! Привет! И мы рады вас приветствовать на нашем канале Boss Family. Boss Family. Нас зовут Саша и Оля. Да, мы находимся в Польше, в городе Лодзь. Около недели уже. Приехали мы из Беларуси сюда и хотим рассказать свою историю в целом и конкретную историю переезда. Да, мы хотим поделиться историей, как в это непростое время выехать из Беларуси практически без приключений и попасть уже в Лодзь. Да, мы находимся в городе Лодзь. Саша, как это? Серьезно о переезде в Польшу мы стали задумываться месяца 2 назад. Очень серьезно. До этого мы так просто думали, рассматривали варианты. Но благодаря тому, что в Польше запустилась программа бизнес-харбор для IT-специалистов, и я под нее подходил, потому что у меня было больше года опыта работы, мы быстро собрали документы, подались на визу. 2 недели мы прождали. И уже вот с конца июня у нас была открыта виза. А для того, чтобы податься на визу по этой программе, есть хороший способ. Можно, по крайней мере, можно было раньше, не знаю, как сейчас, написать письмо в консульство с просьбой записать в визовый центр, приложив доказательства, либо диплом, либо справку с работы, копию трудовой, много вариантов. И податься на визу без личной записи даже в визовый центр, потому что это сложно. Я писал письмо на e-mail, мне пришел ответ через несколько дней, и через неделю уже была назначена дата. После того мы подали документы вдвоем, потому что по этой программе супруги, дети до 18 лет тоже проходят. И дается виза на год с правом работать в Польше, можно открыть ИП даже. Но мы просто приехали сюда работать, не открывать ИП, а найти обычную работу по контракту. Но мы рассматривали такой вариант, что можно остаться на старой работе, да? Да, работать. Просто переоформиться, это довольно сложно, но можно. Многие переезжают. Оставаясь на своей работе, потому что так проще. Но потом все равно нужно переоформляться в Польше как ИП. Поэтому мы отсеяли этот вариант. Мы не хотели лишние бумажки оформлять. Даже больше из-за того, что в итоге для дальнейшей легализации в Польше и получения вида на жительство нужна все равно местная работа с местным работодателем. Когда мы собрали все документы, и нам оставалось 2 дня до визового центра, мы думали, что все пройдет благополучно, и у нас был план, что мы с Минска вылетим в Варшаву напрямую, на самолете. Напрямую. Но я помню этот день, это было воскресенье, но я не помню, какое число конкретно. Не суть, это было воскресенье, мы читаем новость, что наш президент остановил европейский самолет, развернул его и посадил у нас в аэропорту в Минске. Мы думаем, все, мы попали, мы еще даже в визовый центр не дошли, а уже вот такой геморрой. В итоге через буквально день, Да, первые часы, в понедельник уже многие страны закрыли авиасообщения. Польша тоже начала активничать. Да. И вот во вторник мы сидим в визовом центре. Читаем новости, потому что очередь огромная, все пытались свалить. Просто очень много. И еще были очереди, которые не записывались, то есть в порядке живой очереди. То есть все сначала проходят, кто записывался, и если останется время рассмотреть других людей, которые в порядке живой очереди, то люди пытались как-то, да? Да. Мы сидим, читаем новости. И это был то ли последний, то ли предпоследний день, когда еще рейс из Минска в Варшаву улетел, потому что его закрыли со среды или с четверга. Это были последние счастливчики.
А мы не сидим и думаем, а успели. вообще можно будет? Сейчас Мы получим думали, визу. да, мы думали, что у нас сейчас развернут, в принципе, всех в визовом центре и скажут: все, до свидания, вы уже никуда не улетите. Но все закончилось хорошо. Мы потом узнали, что можно через Москву это сделать. Были еще, конечно, варианты Да. там через Турцию, Ну, Армению Турция дороже, да. и другие страны. Но Москва, конечно, проще. Еще, если вспомнить финансовый вопрос всего процесса, эти визы сами бесплатные. Нужно было только доплатить за оформление именно в визовом центре. За то, что они передают это в консульство, обрабатывают, все такое. Это стоит 11 евро с человека. Плюс для того, чтобы податься на визу, нужно было сделать страховку на год каждому. 40 евро с человека. Чтобы попасть в Москву, мы купили билеты на поезд. Они стоили 50 рублей. Это меньше 20 евро. После мы купили еще билеты на самолет Москва-Варшава. За двоих в районе, наверное, 250 долларов. Или евро даже. Плюс мы снимали еще квартиру в Москве, ночевали, тоже там 30 евро. То есть в сумме, конечно, дороже, чем было вылететь из Минска, но уж как получилось. Вот еще хочу добавить по поводу поезда на Москву. Мы покупали билеты задолго до того, как мы получили Почти визу. за месяц. Да. Очень сложно словить билеты на этот поезд. Мы хотели сэкономить хотя бы на этом переезде. Саша уже сказал, да, 50 рублей стоил наша на одного место на поезде. Поезд называется «Ласточка». И вот совет тем, кто тоже вот собирается на «Ласточке» забронировать себе место. Места разбираются просто как горячие пирожки, поэтому лучше заранее. Визы 3 всем дают недели визы. минимум. Лучше Да. за месяц уже брать эти билеты. Их можно сдать. Мы, кстати, нашли лайфхак. Если брать на сайте РЖД, то возврат почти 100%, даже за сутки до выезда. Можно вернуть большую часть денег. И точно так же мы поступили с самолетом. Мы взяли билеты заранее, но там, к сожалению, деньги не возвращаются. Ну, с Мы самолетом рисковали. сложнее, Да, мы конечно. рисковали, но мы не хотели, чтобы как бы чем ближе к полету, тем дороже сам билет. Ну, в принципе, мы бы успели, но мы решили рискнуть, купить Ну, пораньше. надо было решать. Да. В итоге нам дали визу. Мы ждали Да. всего 2 недели, но сейчас, я знаю, уже ждут и больше. Я Ну, сейчас, видела. наверное, самый пик. Мгм. Все подаются. Плюс семьи с детьми заканчивали школу. Да, поэтому... Хотя на визу можно податься за несколько месяцев до даты ее начала и получить заранее. Мгм. Дальнейший путь мы уже расскажем, начиная из Москвы. Мы переночевали там, потому что у нас был утренний вылет в 10:30 аэрофлотом в Варшаву из Шереметьево. Мы приехали за 3 часа, там все быстро прошли довольно-таки. Все четко было, вовремя, без проблем мы Да, нам вылетели, как-то повезло. прилетели. Единственное, что очень как-то поздно нам дали заполнять всякие бумаги пандемические. В самолете. Буквально за 20 минут до прилета там раздали 4 бумаги. Многие не успели даже заполнить до посадки. Но мы успели, мы торопились. Нам надо было... У нас времени было в обрез, на самом деле, в Варшаве. Часа 2 на все дела. До нашего автобуса в Лодь. И мы хотели успеть за эти 2 часа поменять деньги, купить сим-карты. Хотя, сим-карты мы планировали больше для интернета, хотя в Польше проблем с интернетом, практически, да, Ну, Wi-Fi хорош. Wi-Fi везде. В Даже плане, мы в ехали в общественном автобусе, транспорте, в и автобусе. там был. Так что можно... Во-первых, он есть в аэропорту, во-вторых, он есть в общественном транспорте, в автобусе. И практически везде у нас был интернет. Да. Так что, если вы будете лететь, можете с этим не переживать. И вообще можно купить в аэропорту сим-карту. Ну да, но мы все-таки более осознанно... Можно и деньги поменять в аэропорту, Мгм. только это не выгодно. Но там не очень выгодно. У нас как раз остались с прошлых поездок там около 10 злотых, что как раз хватало на проезд.
Плюс, ну, мы довольно долго проходили Паспортный как контроль. границу с паспортным Да. контролем, потому что мы сидели в конце самолета, а выход был только спереди. Хотя Но- практически одни из самых первых заполнили анкеты. Ну и, в общем, в принципе, паспортный контроль мы прошли быстро. Мы сказали адрес карантина, телефоны. Нам пограничник сказал, что вы на карантине 10 дней на обсервации. Окей, ну мы знали и так. Кстати, прикол в том, что буквально за неделю до нашего прилета обратно вернули обязательный карантин. До этого можно было сдать тест в первый день и, получив результат, освободиться от карантина. Ну, вообще план Как был мы такой, планировали. да. Все поменялось буквально за неделю до нашего вылета. Но мы сначала, конечно, расстроились, а потом уже приняли эту ситуацию. Лучше уже хотя бы выехать из Беларуси, уже спасибо за это. Хотя бы не закрыли границы, и то хорошо. Мы уже думали, ладно, мы свыкнемся со всем. Да. Ну, на данный момент мы сидим на карантине и с ума не сходим. Да, очень хорошо. Нам все нравится. Ладно, зачем Так. я вру? Не так. Не сказать так, что мы в восторге, но ничего ужасного в этом нет. И мы пытаемся найти себе какие-то занятия, чтобы отвлечься, развлечься. Тем более у нас тут такой прекрасный балкон есть, куда мы Вообще с выходим. квартирой отдельная история. И я думаю, мы отдельно ее покажем и расскажем еще много интересного про процесс поиска квартиры и процесс ее съема. Продолжая тему Варшавы, мы вышли из аэропорта. Мы заранее просчитали, куда нам ехать. Я посмотрел, где лучше поменять деньги. И в принципе, мы вышли как раз вовремя, купили билетик в автомате, сели на автобус, приехали на свою станцию, поменяли деньги. Не по такому курсу, как было в интернете. Обманули, получается. Да. А поскольку сумма была приличная, то потеряли мы тоже немало. Но уже у нас не было вариантов, у нас оставался час до автобуса. Поэтому я выбирал ближайший обменник с адекватным курсом. После того мы подъехали тоже очень быстро до своего вокзала. Успели купить воды, симки купили, которые нам были нужны, именно Orange Flex, потому что они предлагают сейчас очень выгодные условия. Есть промокод, который позволяет подключить любой пакет там, с кучей трафика. Мы, например, подключили по 100 гигабайт с безлимитными звонками, смс. Первые 3 месяца при этом будут стоить 1 злотый в месяц. Ну, это здорово, это вообще это круто. 20 центов Да. евро. Мы оставим этот промокод в инфобоксе. Да, я постараюсь найти все ссылки касаемо любых наших тем. Возможно, потому что вам это информации будет очень полезно. много. Да. И мы очень много готовились, изучали. Когда мы приехали в Лодзь, нас уже ждал тут мой брат. Он живет здесь какое-то время. И он заранее договорился с агентством по недвижимости. Да, мы подобрали варианты квартир, которые нам нравились и нас устраивали. Скинули ему ссылки. Он нам очень помог с Сергей, обзвоном, Сергей, брат с мой. поиском, с договариванием. Да. Он очень хорошо говорит по-польски, и нам это очень помогло, потому что у нас... Саша неплохо знает польский, а у меня с этим Поговорить, большие конечно, проблемы. я не готов полноценно. Но на Только слух- понять, да. Да, понятно. У А него уж лучше. обсуждать вопросы аренды, это немножко... Ну, это уже Надо новый уметь. уровень. Плюс Да. не все здесь говорят по-английски, например. Ну, в общем-то, не суть. И в итоге нам в этом плане повезло. Мой брат нам заранее, можно сказать, обговорил все вопросы с квартирой, где мы сейчас находимся. И мы приехали, просто подписали контракт. И все, и мы свободны. Получается, Да. что мы эту квартиру снимаем, и в этой же квартире мы проходим 10-дневный карантин. Изначальный план был, конечно, снять какую-то отдельную еще квартиру на время карантина, Мгм. что тоже бы стоило немало. Ну, где-то мы смотрели, самая дешевая квартира на Airbnb, более-менее, да, даже без интернета, Возможно, чуть да, больше там $300. около 300 за 10 Да. дней. Плюс, Ну, что не маленькая как сумма. бы при этом нужно уже на 11-й день найти постоянное жилье, чтобы сразу съехать. Либо брать несколько дополнительных дней. Да. Вариант плохой.
Но нам очень повезло, во-первых, с помощью Сергея, во-вторых, повезло, что агентство и хозяин были не против подождать 2 дня нас, И, кстати, нам дождаться, чтобы мы повезло с приехали. агентством. Они согласились подержать квартиру, получается, 1,5 дня без предоплаты. Они сказали, окей, Да, мы подождем. Только когда мы приехали, мы Да. отдали деньги за все. А по поводу уже квартиры и, возможно, рум-тур, да, мы снимем уже новое видео. И когда мы уже заселились, в принципе, было еще не так поздно, в районе 5, половины 6 вечера, благодаря тому, что мы утренним рейсом прилетели в Польшу. Потому что, как бы, первый день прилета до полуночи можно еще свободно гулять, закупаться, готовиться к карантину. А 10 дней, ну, это серьезное испытание. Поэтому мы оббежали все ближайшие магазины, закупили кучу пакетов Нам, еды, опять хозяйственных же, товаров. повезло, потому что в нашей, вот от нашего дома поблизости очень много магазинов польских. Да, и они Бедронка, как бы Lidl, хорошие Carrefour, магазины. Пепка, где мы купили, собственно говоря, там какие-то для дома вещи. Ну, в этом плане, я считаю, нам повезло, и мы до 11 часов Да, до закрытия почти Много-много магазина раз. закупались бегали в разных туда-сюда. магазинах. Да, в разных магазинах мы бегали туда-сюда с нашими торбами. В итоге мы все успели. Да, хорошо закупились, Да. сидим и едим. Сидим, едим, не переживаем. И на этой позитивной ноте мы, наверное, будем уже закругляться. Видео получилось, наверное, дольше, Да. чем мы планировали. Но вроде все основные моменты мы успели рассказать. Если будут вопросы, мы с удовольствием ответим. Информации пережили много, особенно я. Будем делиться, пытаться быть полезными. Еще раз повторюсь, все Сашка запишет в инфобокс, он пообещал. Поэтому мы с вами прощаемся. Да, я думаю, до новых встреч, довольно скорых, Да. потому что мы хотим много чего показать из своей жизни, из жизни Польши, какие-то новости, какие-то интересности, полезности, потому что, я думаю, активная жизнь нас ожидает. Да. И плюс очень много приезжает из наших стран, из нашей страны. Я думаю, им тоже будет очень полезно Да. такие видео. Может, не конкретно в Лодзь, но, Мгм. в принципе, Ну, смысл в один. Польшу, и у нас предстоят такие дела, как открытие счета в банке, Да. прописка, он же мельдунок, получение номера ПЭС. Мгм. Очень важные дела. Ну, это то, что ожидает всех, кто переедет. Да, и без этого никуда не деться, и мы постараемся по максимуму все это показывать. Показать. Да. Ну, а теперь мы говорим Ну, вам теперь уже окончательно пока. пока.